Привет! Это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. Более 500 видео на канале. Welcome, подписывайтесь. В этом видео расскажу о нишевой, наверное, но от этого не менее интересной технике домашней. Это так называемые паровые шкафы или шкафы для ухода за одеждой, или стайлеры, или сушильные шкафы. Все зависит еще, конечно, от функциональности. Начнем с модели, которая не так давно появилась на российском рынке. Это сушильный шкаф Hyundai. Он, между прочим, производится в России, так что, если вам это важно, пожалуйста, вот знайте. Он довольно простой по функциональности, и как раз в этом, на мой взгляд, его прелесть. Шкаф Hyundai — это именно девайс для сушки одежды. Постирали, быстро высушили. Попали под дождь, снегопад, быстро высушили одежду. Тут 3 температурных режима просушивания: 40-60 градусов или сушка без нагрева воздуха. То есть, по сути, деликатная сушка, стандартная такая, как раз 60 градусов. И для вещей, которые нежелательно сушить с нагревом, которые, например, нуждаются просто в проветривании. Режимов работы 6. Гигиена. Тут смысл в том, что после основной сушки, когда достигнута определенная степень влажности, еще есть дополнительное получасовое просушивание. Мне кажется, для детских вещей это окей. Если аллергики в семье, то в принципе для всех вещей, которые непосредственно контактируют с кожей. Режим стандартный. Сушка с выбранной температурой, собственно, 60 или 40 градусов. Легкая глажка. Тут тоже выбор температуры сушки, но финальные показатели остаточной влажности, они иные, они немного выше, чем в первых 2 режимах. Это как раз, чтобы было легче погладить вещи потом. Вообще, не обязательно именно гладить, можно просто уже убрать на хранение, на вешалку, на полку в обычный шкаф. Быстрая сушка 30 минут 60 градусов. И персональный режим с выбором времени и температуры сушки. Еще сушка без нагрева, но тут в этом режиме влажность остаточная, когда цикл завершится, будет повыше, чем в остальных режимах. К большинству этих режимов можно добавить финальное проветривание одежды без нагрева, такой обдув, и доступна отсрочка старта начала сушки. Сам шкаф довольно просто устроен. Все нагревательное сердце, скажем так, и вентилятор находятся в нижней части прибора. Воздух прогоняется через весь объем шкафа. Тут есть складные полки, вешалки для одежды, обуви, для чего угодно. Сушить можно подушки, игрушки мягкие. Что хотите, для чего воздействие такое, допустимо. И дальше из шкафа воздух выходит, напитавшись влагой. И тут желательно его уводить сразу в вентиляцию куда-то, чтобы он не в помещение выходил. Подключение воздуховода предусмотрено. Такой простой, понятный и эффективный вполне сушильный шкаф Hyundai. Пишите в комментариях, как вам, может у кого-то он уже есть, тем более делитесь опытом. А наши выводы в конце видео. Скажу еще, что Hyundai готовит выход обновленной модели, версии сушильного шкафа. Будет получше с дизайном и изменится компоновка, чтобы немного увеличить вместимость, и сделать шкаф более удобным. Без LG это видео, конечно, нельзя делать. Именно они первыми привезли в Россию что-то большее, чем просто сушильный шкаф. Не умаляя достоинств просто сушки в шкафу, однако в данном случае стайлер — это, конечно, красивое маркетинговое название, но оно подразумевает такой, более широкий комплексный подход к уходу за одеждой и за вещами. Что такое комплексный подход? Отвечаю, в LG Styler для ухода за одеждой используется еще и пар. В контейнер наливаете чистую воду, и далее интегрированный парогенератор создает пар, которым вместе с мягкими потоками воздуха и обрабатывается одежда. Что это дает?
Пар — это и разглаживание, в некоторой степени, легких складок, замятостей. Этому еще способствует то, что вешалки с вещами, они в движении. Вещи как бы встряхиваются. Плюс воздействие пара, и получается такой разглаживающий эффект. Но нужно понимать, что если заломы, замятости такие существенные, они станут меньше, но совсем не уйдут. Тут уж, если это критично, нужен будет все-таки утюг. Пар — это же еще и гигиена такая реально дополнительная. Тут вам и запахи удаляются, и антиаллергенный эффект хороший. Разного происхождения аллергены удаляются, бактерии, вирусы. На всякий случай напомню, что тут нет никаких химических добавок для обработки вещей, только пар. Но, кстати, если уж хотите какую-то дополнительную ароматизацию к каким-то вещам, для которых есть логика в этом, то есть специальные аромасалфетки с разными ароматами, и это тоже можно организовать с помощью LG Styler. По программам давайте пробежимся. Освежить цикл с настройками еще внутри. Стандарт, быстро, интенсив. Высокотемпературная парообработка плюс вот это движение вешалок, встряхивание. И освежение и удаление легких складок, заломов. Вещам, которые будете обрабатывать так, должна быть обязательно, в принципе, разрешена стирка. Программа «Особый уход» — это уже такой щадящий пар, низкотемпературный. Не удивляйтесь, вспомните, например, пароконвектоматы, те же, где возможен пар пониженной температуры, даже от плюс 30. Вот тут тоже это возможно. Плюс вибрация встряхивания. Это цикл, например, для обработки вещей, тканей с натуральными волокнами. И можно выбрать оптимальный цикл для костюмов, жакетов, спортивных или шерстяных вещей и также задать свои настройки. Цикл гигиена интенсивный для антимикробной обработки и сушки вещей. И тоже есть 4 опции настройки. Стандарт, постельное белье, удаление мелкой пыли и как раз максимально интенсивный режим. Ну и сушка. Есть отдельная программа, это теплый воздух плюс движение вешалок, вибрация. Тоже можно выбрать стандартная сушка или, например, просушивание вещей после дождя, снегопада, если промокли. Интересный еще режим осушения. Он для снижения влажности в помещении. Включать в этом случае Styler нужно при открытой дверце. Еще важные моменты. LG Styler коннектится с мобильным приложением LG Thank You. То есть тут и управление со смартфона полноценное, и загрузка каких-то еще дополнительных программ, опций, что удобно. Далее, есть LG Styler разных габаритов на 3 или 5 вешалок, то есть больше или меньше вещей за раз можно обработать. Плюс в каждом есть полочки для обуви, матерчатую легко можно обрабатывать, или таких других вещей, тех же подушек, мягких игрушек, еще чего-нибудь. Плюс разный дизайн, зеркальные стайлеры с темной дверцей и с белой, под разные интерьеры. На дверце внутри есть специальный пресс для брюк. С его помощью можно поддерживать. Это важно, не создавать заново, а именно поддерживать в приличном состоянии стрелки на брюках. Часто же это проблема. Вот тут пресс в помощь. Ну и в финале. На выставке CES в Лос-Анджелесе в этом году показали апгрейд Стайлера. Это версия, в которую добавлен еще и ручной отпариватель. Вот вроде просто, да? Но реально очень нужная такая опция. Если что-то где-то нужно довести до идеального состояния после обработки в стайлере, какие-то складки добить, что называется, да просто воспользоваться ручным отпаривателем нужно. Нет необходимости покупать его отдельно, он уже интегрирован в стайлер. Что логично, такой получается хаб по уходу за одеждой современный. Корейцы не были бы корейцами, если бы не шли друг с другом ноздря в ноздрю. Я про LG и Samsung, разумеется. У Samsung тоже есть паровой шкаф для ухода за одеждой AirDresser. Тут тоже пар и теплый воздух, собственно, парогенератор, интегрирован контейнер для воды. Лучше использовать для любой такой техники очищенную, фильтрованную и даже дистиллированную воду. Второй контейнер, он для конденсата. Есть ли отличия? Конечно. Очень мне здесь нравится такая, знаете, технологичность вешалок. Они сделаны полыми специально, чтобы вещи максимально эффективно обрабатывались и внутри. То есть поток воздуха, пар и внутри, и снаружи. Что
конечно, логично и правильно, ну и вещам от этого только лучше в итоге. Важно еще, что воздух проходит через дезодорирующий фильтр с ультрафиолетом, то есть запахи различные, которые, ну вот скажем так, захватываются, да, с вещей, они удаляются. Собственно, и парообработка тоже способствует удалению запахов. Конечно, плюс есть фильтр пылевой, на котором пыль с вещей оседает. Чуть подробнее о программах. Деликатная сушка. Тут, по сути, тепловой насос, что позволяет деликатно сушить одежду при невысоких температурах, не перегревая, не пересушивая волокна ткани, то есть без повреждений самой ткани, без усадки все происходит. Сушка тут есть автоматическая или можно задать нужное время. Ну, по сути, это как в сушильной машине. Деликатный паровой режим для капризных тканей, мягкая обработка шелка, там, кашемира. Цикл быстрого освежения вещей есть. Это не сушка, а именно такое освежение за 20 минут. Может, надевали уже вещь, но стирать рано еще. Или, может, висела долгое время в шкафу, не носили. Вот для этого. Максимально интенсивная антиаллергенная обработка вещей, конечно, в том числе и паром, доступна в режиме гигиена. Детская одежда, одежда аллергиков, подушки, одеяла. Вот для таких вещей самое то это цикл. Есть еще специальные циклы, уход за костюмами, например, для школьной формы, пуховиков, для зимних вещей. Это вот тоже для вещей, которые долго висели в шкафу, но лето наконец кончилось. Даже для меха и кожи, ну вот многим зайдет, конечно, у нас в России. В общем, с программами и режимами различными тут тоже все довольно интересно. Круто, что есть еще отдельный режим самоочистки шкафа Samsung AirDresser. Слушайте, ну можно сколько угодно это все рассказывать, лучше самому попробовать. Если опыт уже есть с тем же AirDresser, пишите в комментариях. Ну и, конечно, шкаф коннектится с мобильным приложением Samsung SmartThings. Все управление со смартфона доступно. Сначала сниму все вопросы про Aska. Где же Aska в этом видео, спросит искушенный пользователь. Действительно, у этого бренда, производителя, тоже есть сушильные шкафы. По функциональности они все же ближе к шкафу Hyundai из нашего видео. Моделей с паром я не припомню у Aska. Мы искренне хотели отснять хоть какой-нибудь шкафчик Aska для этого видео, причем совершенно бесплатно. Для Aska в этом видео вообще нет платного контента, это редакционный материал. Но как-то увязли в переписке, а потом нам вообще отвечать перестали. А мы, видите, все равно про Aska не забыли. Это потому, что у меня доброе сердце. А теперь о том, зачем, собственно, такие шкафы нужны дома. Ну, вы поняли, что есть два типа по функциональности. Только сушильные шкафы и шкафы с паром. Первый тип — это такие более утилитарные задачи. Это не замена сушильной машины, а скорее дополнение к ней. Хотя, знаете, может отчасти и замена. В конце концов, тот же шкаф Hyundai довольно вместительный, и сушить можно в нем, самые разные вещи. Главное, чтобы место в квартире позволяло установить такой шкаф. В ванную комнату он, не всегда поместится. А вот шкафы типа LG Staller или Samsung AirDresser — это такое скорее элемент, как модно говорить, лайфстайловый. Они в целом, конечно, под образ жизни, для каких-то таких вещей, которым требуется особо бережный уход. Хотя не только, конечно, но вместимость этих шкафов небольшая. Так что тут такой точечный бережный уход с паром для того, чтобы одежда, в том числе дорогая, чувствовала себя хорошо. Но, кстати, исходя из разговоров с представителями брендов, я знаю, что такие шкафы, они очень неплохо продаются. Это с учетом-то их стоимости. У многих, значит, есть одежда, для которой эти шкафы самое то. Пишите в комментариях, хотели бы себе такой шкаф и какой. Если уже пользуетесь, очень ждем ваше мнение, такой пользовательский опыт. Вообще мы рады любым конструктивным комментариям, включая критику.
Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее реальная польза. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми заинтересованными в теме, заходите еще на Toster.ru, есть мы на Яндекс.Дзене, в Телеграме и в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!